Привет, друзья! Today we'll have a Russian conversation with my friend Vadim, and we're going to be talking about hobbies. So let's get into it. Vadim, привет! Привет, Федь. Как дела? Отлично, все замечательно. Мам, привет, я в телевизоре. 200 тысяч, привет. Мы сегодня поговорим с тобой про хобби. Про твои хобби, про мои хобби. Какие у тебя есть твои самые, наверное, любимые хобби или увлечения? Ну, наверное, как наши подписчики знают, я ведь появлялся раньше в этих видео. Вот тут где-то будет, наверное, ссылочка на эти видео, выплывающая подсказка. В тех видео я рассказывал, что я занимаюсь музыкой. Сейчас я почти ею не занимаюсь, но когда у меня появляется возможность, я стараюсь уделять ей максимум времени для себя, уже не для зрителей, не для сцены, но для себя. То есть это пианино, гитара, немножко петь. И, в принципе, вот, да. Также на уровне хобби пока что я занимаюсь программированием. Я работаю на языке Java, вот. Мне, в принципе, нравится. Хочу в перспективе стать программистом, разработчиком. Вот. Да, такие дела. А по музыке ты говоришь, что это твое хобби, то есть ты играешь просто для себя, у себя дома? Без записи, без чего-то такого? Ну да, то есть нет, что-то я могу показать своим друзьям, могу скинуть тебе, послушать музыку моих друзей, оценить как-то. Но в целом, да, это уже больше что-то такое, хобби. Да, что в стол. Вот у нас говорят, что когда пишешь что-то в стол, то чисто для себя есть такое выражение. Это хорошая фраза, Вадим, молодец. Ты хороший преподаватель русского языка. Получается так, да. А насчет программирования, ты давно им занимаешься? Начал полгода назад, 6 месяцев, и очень медленно двигается, если честно, потому что мотивация, она немножко угасает из-за того, что все-таки я работаю оператором, наверное, как это сказать, не совсем оператором, это не менеджер сцены, что-то типа такого. Ну да. Ну, в общем, вот сейчас мы записываем видео, возможно, вы заметили, что в отличие от моих видео до этого, качество света и всего гораздо лучше, потому что это все сделал Вадим, это его работа непосредственная. Ну, хорошо, насчет музыки это только для себя, а программирование ты хочешь, чтобы это было чем-то больше, чем просто хобби. То есть в перспективе на будущее хотелось бы, да, чтобы это было чем-то, что могло приносить бы мне деньги, хорошие деньги. Ну, понятно. Но тебе еще долго учиться? Да, даже не могу сказать, сколько по времени это будет, но достаточно долго. Ну, я думаю, что ты мог бы начать работать, допустим, сейчас, например, на какие-то стажировки пойти, и просто чем больше ты учишься, грубо говоря, и работаешь тоже, чем больше практики либо же учебы, тем больше зарплаты, больше позиций, точнее, более ответственные. И то есть, наверное, программирование — это одна из тех дисциплин, где опыт равно зарплата. Да, безусловно, да. Skills, конечно, но все равно. Ну, конечно, да. Ну, в принципе, опыт, skills плюс-минус. Да. То же самое. Понятно. А насчет, допустим, чего-то еще, например, спорт. Ты часто занимаешься спортом? Хороший вопрос, Федор, абсолютно неподготовленный. Да, я очень люблю футбол. Футбол, как это? Футбол? Ну, нет, просто я знаю, что в разных странах футбол это может быть еще и... Ну, футбол у нас это футбол. У нас американский футбол это... Все, да, тогда понял. Тут я не Сокер. Знал. Да, сокер, в общем. Вот, я играю достаточно часто, мне очень нравится. Люблю побегать. Вот просто, очень странно на самом деле, напишите в комментариях, у кого такая же штука есть. Мне просто так вообще не нравится бегать. То есть просто когда ты бежишь где-то по улице куда-то, вообще неинтересно. Но как только появляется мячик, я готов бегать вообще бесконечное количество времени какое-то. И получается так. Если есть цель, нужно бегать туда. Да, в принципе, можно не мячик, какую-то морковку так провести, я буду за ней бегать. У меня, в принципе, то же самое. Я бег вообще ненавижу. И для себя, то есть просто для фитнеса я бегать вообще не люблю. И, наверное, от этого у меня лишний вес был, и сейчас тоже есть много, потому что я не могу себя заставить вот это бесполезное занятие спортом чисто ради спорта.
То есть мне тоже, как тебе, было бы интереснее бегать, что ты смеешься. Да, просто понимаю, о чем он говорит. Ну да. Вот, кстати, раз уж ты заговорил о себе, расскажи о своих хобби, чем ты любишь увлекаться? Слушай, у меня хобби сейчас не так много, как хотелось бы, потому что музыкой я тоже почти не занимаюсь. Я играл на гитаре раньше очень часто, там каждый день, раз в 2 дня. Сейчас вообще гитару я отдал, мне давал ее наш общий друг Саша, и я ему вернул, потому что ему она нужна. И в итоге у меня сейчас нету гитары. Я и до этого на ней почти не играл. Ну вот, просто не знаю, как-то у меня пропал к этому интерес. Наверное, из хобби у меня только сейчас одно хобби. Это игры в компьютер. Я не понимаю, о чем ты говоришь, конечно, но... И все. По сути, все. И также, наверное, самое мое любимое занятие – это сноуборд. Кататься на сноуборде. Вот сейчас уже вот будет сезон, почти уже ноябрь. В ноябре будет сезон. И мы планируем вместе с тобой поехать кататься в декабре. И я прям уже жду этот момент с нетерпением, потому что это самое, наверное, для меня любимое занятие. Потому что это и спорт, и адреналин, и новые какие-то эмоции интересные. И вот все это вместе прям... Ну и также, конечно же, когда мы едем с компанией друзей, это также общение с друзьями, общение в компании. Не совсем в русском языке, но вот между нами используется слово «угар». А это, не знаю, как это перевести. Угар, наверное, fun или chill, или... Ну да, сложно Блин, перевести. вообще, да. Вот многогранность. Да, многогранность до этого. Угар это... Ты к чему это говоришь? Ну, когда очень... какая-то тема есть, над которой все смеются, очень долго. То есть это целенаправленно, точечное какое-то. То есть угар это, ты имеешь в виду, когда мы всей компанией едем куда-то, то угар в компании. Да. Ну, ладно. Наверное, фан лучше перевести. Да. Пусть будет так. Ну, хорошо. А если, допустим, кроме спорта, хобби, когда у тебя есть время, то есть после работы, перед сном, ты чем любишь заниматься? Кроме игр в компьютер? Ты пытаешься меня развести на эту тему, рассказать про доту. Может быть, ты читаешь книжки, смотришь сериалы, например. Да, я со своей девушкой смотрю сериалы достаточно часто, на самом деле. Моя девушка не смотрела «Игры престолов», поэтому мы сейчас смотрим «Игры престолов». Во-первых, мне очень нравится этот сериал, поэтому я с легкостью согласился, пошел на это. Читаю книжки, верно. Сейчас читаю Оруэлла, перечитываю точнее, потому что когда в первый раз я читал его труды, книжки, не очень нравилось. Это было 5 лет назад примерно. Сейчас я его перечитываю. Мне, в принципе, нравится. Здорово. Да. Наверное, все. Получается, что у меня спорт, музыка, когда получается, программирование, игры с Федей в игрушки всякие разные, маленькие мальчики мы. Да. Сериалы, книжки, в принципе, мне пока что хватает, потому что у меня все-таки есть работа, которую я уделяю от 5 до 8 часов в день, и поэтому, нужно как-то отдыхать. Ну да, согласен. У меня, наверное, то же самое, только меньше спорта. То есть спорт только для себя, отжимания, подтягивания, может быть, растяжка иногда. Так, чтобы идти куда-то заниматься спортом отдельно, такого нет. Также игры в компьютер, работа, сериалы и все. Но у тебя работа, так как ты работаешь, по сути, на себя и для телезрителей, это тоже своего рода, наверное, можно как-то приписать под хобби, или все-таки ты не рассматриваешь это как хобби? Это хобби, потому что у меня нету чувства, что ли, не знаю, это и хобби, и работа, потому что мне очень нравится заниматься бифлюентом. Сейчас у нас это видео, которое мы снимаем, потом работаем над сайтом, над нашим подкастом записываю. То есть отчасти это и работа, и хобби, потому что хобби, наверное, та часть, где мне нужно проявлять какой-то креатив, что-то придумывать, упражнения, либо же программу новую придумывать, либо же придумывать новые темы для видео и так далее. Эта часть, да, хобби, потому что она переносит какие-то эмоции позитивные, и в этом можно развиваться постоянно. Но отчасти есть работа, которая, допустим, проверить почту, ответить на сообщения, проверить, все ли работает
поговорить с программистами, с дизайнерами и так далее. От этого, конечно, мало хороших ощущений, но... Какой серьезный дядя. Работа у него. Да, работаю. Ну, Вадим, тебе спасибо. Наверное, все. На этой теме мы уже много... Про это мы уже много поговорили. Ну все, я пошел, давай. Давай, пока.